Аня сидела в палате частной клиники. Воздух был пропитан антисептиком и страхом. На койке ее отец, бывший преподаватель физики. Он дышал тяжело, но еще был жив. Счет за операцию лежал на тумбочке. 4 миллиона. Приговор, написанный цифрами. Она продала все, что могла. Мамину кольцо, старую камеру, даже кровать. Насобирала 100 тысяч. Хватало лишь на 1 день. «Ты должна жить своей жизнью», – прошептал отец. «Нет», – ответила она. «Пока ты жив, я не отпущу». Той ночью она не спала. Искала фонды, передача, любые чудеса. Никто не отвечал. И вдруг сообщение. «Вам одобрен донор. Срочно проверьте личные сообщения. Артем Власов. Богатый, холодный. Помощь в обмен на ночь». Аня смотрела на экран долго. Потом закрыла глаза и нажала «согласиться». Он ждал ее в отеле, с бокалом виски в руке. Привычная сцена, но в этот раз что-то изменилось. Когда Аня вошла, хрупкая, собранная, бледная, он понял, она не играла роль. Она пришла не ради сделки, а ради жизни. «После этой ночи ты исчезнешь», — сказал он. «Деньги сейчас», — ответила она. «Клиника не ждет». Он усмехнулся и перевел средства. «Все оплачено». Она вздрогнула, когда он подошел. Не от притворства, а от настоящего страха. И тогда он понял, не сможет. Они просто сидели рядом. Она рассказывала про детство, про мать, про мечту стать архитектором. Он слушал впервые по-настоящему. «Почему ты одна?» — спросила она. «Потому что не умею доверять», — ответил он. К утру он сказал тихо: «Спи, я не прикоснусь». И ушел. Через сутки отец Ани вышел из операции живой. Она сидела в коридоре, плача от облегчения. Телефон звонил: «Артем». «Он жив», — сказала она. «Жди», — ответил он. Через час он стоял в больнице, без охраны, с пакетом еды. «Ты выглядишь так, будто сама скоро упадешь», — сказал он. Они сидели рядом, молча. «Почему ты здесь?» — спросила она. «Потому что не могу перестать думать о тебе». Он забрал ее за город, в дом, где пахло деревом и кофе. Без роскоши, только тишина. Он не трогал ее. Заваривал чай, оставлял плед, слушал музыку. Она играла на старом пианино, и каждый звук будто исцелял. «Хочешь уехать?» — спросил он. «Не знаю. Я не из твоего мира. Я сам себе не принадлежу», — ответил он. Вечером она сказала: «Мне нужно вернуться. Папа выписывается». Он кивнул и протянул конверт. «Я оплатил твой первый курс в архитектурном институте. Ты сильная, но не должна быть сильной одна». Она тихо сказала: «Я вернусь, если ты все еще будешь ждать». «Я буду». Прошел год. Аня училась, работала, жила в маленькой комнате. Писала ему короткие письма. Проект сдала, папа смеется. Он не отвечал, просто ждал. Пока однажды она не нашла на пороге коробку. Внутри ключ и записка. «Ты говорила, хочешь дом с балконом. Он ждет тебя, как и я». Она приехала. Он стоял на пороге в сером пальто, без охраны, без позы. «Я пришла», — сказала она. «Я знал». На стене висел ее первый проект — дом, построенный по ее чертежу. «Это наш дом», — сказал он. Она шагнула к нему и впервые поцеловала без страха, без условий. Без сделки. Только любовь. Любовь, родившаяся из боли и ставшая свободой.